Здравствуйте! В этом видео поговорим о том, как правильно собрать компьютер для работы с графическими программами. Это обычная 2D-графика, Photoshop, After Effects и различные видеоредакторы. 3D-графика, у которой есть специфические требования к железу, и для работы в домашней графической нейросети для компьютера. Сейчас появились нейросети, которые можно установить в свой домашний компьютер и спокойно ими пользоваться. У этих нейросетей есть определенные жесткие требования для работы на компьютере, и об этих требованиях также нужно заранее знать. За основу обзора возьмем мой компьютер. Мы пройдемся по его основным параметрам, посмотрим, какие нужны ингредиенты и почему именно такие. И ответим на некоторые вопросы, которые неизбежно возникают при сборке компьютера для работы с графикой и настольными нейросетями. Привет! Здрасте! Забор покрасьте. Итак, самый главный элемент компьютера для работы с 2D-графикой и тем более 3D-графикой – это видеокарта. Как вы карту назовете? Так она и поплывет. Вот, даже Владик знает. И эта видеокарта должна быть NVIDIA GeForce RTX. У меня 20-я серия, 2070, 8 гигов графической памяти. Этот компьютер я собирал в 2019 году. 30-й серии карт тогда еще не существовало. И основная ценовая битва была между моделями 20-й серии. На данный момент имеется 30-я и 40-я серия карт NVIDIA RTX. И сейчас на кухне NVIDIA уже варится 50-я серия, которая будет готова к концу 2024 года. Я приведу 3 причины для выбора именно этих видеокарт. Сейчас наиболее популярны 2 основных разработчика видеокарт – NVIDIA и AMD. Также есть видеокарты от Intel, но в их сторону даже не смотрим. Нужно знать, что в мире компьютерной графики главным и абсолютным лидером является NVIDIA и ее фирменная технология CUDA, которая оказалась чрезвычайно удачной для реализации возможностей графических программ и приложений. Разработчики графических программ всегда изначально создают свои программы под технологию CUDA. CUDA – это набор вычислительных ядер внутри видеокарты, которые разбивают поставленную задачу на потоки, и каждое ядро обрабатывает свой поток. Чем больше ядер CUDA, тем быстрее происходит просчет картинки. Кроме того, у NVIDIA для графических программ имеется специальный пакет драйверов Studio Pack, который идеально свяжет установленную программу с железом вашего компьютера. У AMD также имеется своя технология обработки графики, но, судя по всему, она не столь удачна, как у NVIDIA. И не всем разработчикам удается максимально оптимизировать ее для своих программ. Например, просчет эффектов в программе After Effects на карте NVIDIA будет происходить быстрее, чем на аналогичной карте Radeon от AMD, именно за счет подключенной технологии CUDA. И так во всем. Быстрее, но не критично. Поэтому, если вы увлекаетесь какими-то тяжелыми компьютерными играми, и для вас это увлечение очень важно, и при этом хотите работать в 2D-программах, Photoshop, After Effects, звуковые и видеоредакторы, а в любимой нейросети вы работаете только и исключительно на сайте через интернет, то видеокарта от AMD – это очень хороший выбор. Известно, что за одни и те же деньги AMD всегда предлагает более мощную и наваристую комплектацию, чем жадная NVIDIA. И в тех же компьютерных играх AMD пройдет там, где более слабая за такие же деньги NVIDIA безнадежно забуксует и отстанет. Также карты AMD подойдут пользователям слабых 3D-программ, таких как SketchUp и разные CAD-программы, Revit, Archicad и другие. Сами по себе эти программы не требуют мощную видеокарту, у них нет встроенного фотореалистичного рендера. Некоторые из них используют лишь одно ядро центрального процессора. Но многие пользователи этих программ для визуализации своих сцен в картинку или в видео используют скоростные визуализаторы, а этим программам нужна мощная видеокарта. И видеокарты от AMD им вполне подходят. Но если вы желаете заниматься 3D-графикой, моделировать и визуализировать, то с картами от AMD всегда будут какие-то проблемы. И здесь опять преимущество карт NVIDIA и ее технологии CUDA. Но сами карты NVIDIA делятся на 2 основных популярных группы – GTX и RTX. GTX – это старое поколение карт NVIDIA. RTX – это новое поколение карт NVIDIA, которое поддерживает технологии рейтрейсинга, то есть более быстрого просчета при визуализации картинки или видео.
Некоторые пользователи, которые из мира компьютерных игр приходят в мир 3D-графики, приносят с собой восторженное отношение к картам GTX. Дескать, раз они в компьютерных играх показали себя почти на уровне RTX, значит и для 3D-графики они вполне подойдут. И это очень серьезная ошибка. Дело в том, что 3D-графика делится на два абсолютно разных процесса. Первый процесс – это создание 3D-модели или целой сцены с текстурированием, освещением и анимацией. И для нормального отображения самой модели и окон программы вполне хватит любой среднебюджетной карты. Но далее идет второй важный процесс – визуализация картинки или создание видео. И именно на процессе визуализации проявляется вся слабость и беспомощность карт GTX. Все то, на чем тормозят GTX – реалистичные тени, затенения, отражения и блики на предметах. Все это карты RTX проходят намного быстрее. Самое главное, карты RTX позволяют в том же блендере создавать видео в широком формате за относительно терпимое количество часов. Например, за несколько часов или за ночь, в зависимости от сложности сцены и длины видео. На карте GTX такой рендер занял бы слишком много времени, и во многих случаях идея создания видео из созданной сцены отпадет сама собой. Вторая причина выбрать карты NVIDIA RTX – это скоростные визуализаторы, такие как Lumion, Twinmotion, D5 Render и другие. Эти визуализаторы позволяют создавать картинки и видео за рекордно короткое время. Часто так бывает, что пользователь создает основную сцену в 3D-редакторе, например, в 3ds Max или Blender, но он наполняет ее растительностью и персонажами, а затем и визуализирует в какой-то из этих программ. Потому что в 3D-редакторе можно создать эту сцену, но визуализировать ее абсолютно невозможно, потому что это будет запредельно долго. А в этих визуализаторах подобные сцены на моей карте 2070 можно визуализировать за час или за два, и это чрезвычайно быстро. Но у этих программ есть определенные ограничения. Например, Twinmotion для визуализации поддерживает только карты NVIDIA RTX и RX 6000 и выше. Соответственно, карты GTX, как говорится, в пролете. D5 Render – относительно новая программа и работает на трассировке лучей. Как и Twinmotion, имеет бесплатную версию. В первых выпусках поддерживались только карты NVIDIA RTX. Карты AMD и GTX довольно долго не поддерживались вообще. Но по многочисленным просьбам трудящихся разработчики все-таки допилили свой движок под эти карты. Кстати, на сайте D5 Render есть список проверки скорости работы компьютеров пользователей программы. В списке указаны графическая карта, центральный процессор и оперативная память компьютера, на котором проводилась проверка. Для неопытных пользователей, кто хотел бы понять, какая нужна видеокарта плюс центральный процессор для работы в 3D, я советую ознакомиться с этим списком, чтобы в дальнейшем определиться с выбором комплектующих для своего будущего компьютера. Ссылку на список я оставлю в описании. Третья причина выбрать карту NVIDIA RTX – это различные нейросети. Развиваются они настолько стремительно и масштабно, что даже сами создатели выпустили совместное тревожное заявление по поводу бесконтрольного развития нейросетей. Разработчики боятся, что однажды в один непрекрасный день окрестности нашей планеты огласит злорадный рев взбунтовавшейся нейросети. Но на данный момент подавляющее большинство нейросетей – это тихие и спокойные онлайн-сервисы в интернете. С одной стороны, онлайн-нейросеть – это хорошо, ведь основной вычислительный процесс происходит на сервере разработчика. На сайт можно зайти хоть со смартфона, ввести какой-нибудь сложный художественный запрос, нажать на волшебную кнопочку «Generate» и получить желаемую картинку. Но после перечисленных плюсов у этих онлайн-нейросетей начинаются сплошные минусы. Это нельзя, за это атятя, это только на платной основе, это в порядке живой очереди и так далее. Все картинки, сгенерированные на сайте, находятся в свободном доступе. В общем, жизнь как в общежитии. Все у всех на глазах, удобство во дворе и никакого личного творческого уединения. Для того, чтобы отгородиться занавеской от остальных пользователей, нужно перейти на платный тариф. Но, к счастью, появились нейросети, которые можно скачать и установить себе на домашний компьютер. Самая известная и популярная – это Stable Diffusion. У нее есть онлайн-версия на Google Colab, но у меня установлена компьютерная версия.
Для творческого человека подобная домашняя нейросеть – это первый помощник. Для программы написано много дополнений, которые постепенно делают ее очень функциональным средством для работы с графикой. Здесь также можно создавать видео, но пока она больше похожа на безумные сны пьяного наркомана. Также появляются другие настольные нейросети. Например, Focus. Это упрощенная версия Stable Diffusion от создателя ControlNet для изменения лица на видео, для генерации голоса и так далее. И хотя Stable Diffusion, пусть сыро и нехотя, оптимизирован для карт AMD, но в целом можно сказать, что настольные нейросети – это полностью царство NVIDIA RTX. Поэтому, если вы желаете заниматься 3D-графикой, иметь относительно быстрый рендер картинки и видео и работать на компьютере в домашней нейросети, то выбираем только карты NVIDIA GeForce RTX. Причем моя карта 2070 и 8 гигов графической памяти – это стабильный минимум, ниже которого нельзя опускаться. Тот же Stable Diffusion стабильно работает на картах от 8 гигов и выше. Центральный процессор у меня Ryzen 5 3600. Это 6 ядер, 12 потоков. Современный Ryzen 5 – это более мощный процессор. И вот здесь у него стоят совсем другие цифры. На данный момент есть два основных конкурента на рынке центральных процессоров. Это вездесущая AMD и ее основная линейка Ryzen, и процессоры от Intel. На моем старом компьютере стоял i5, поэтому я не вижу принципиальной разницы между этими двумя производителями. У кого-то возникают вопросы по поводу процессоров с уже встроенной графикой, но они подойдут для офисных задач, просмотра видео и для простых игр. Для занятия графикой обязательно нужна внешняя, дискретная видеокарта, о которой мы уже говорили ранее. Если вы хотите собрать компьютер для 3D-графики, но не знаете, с чего начать и чем продолжить, то я не советую сборку 3ds Max и два его веселых друга – визуализатор V-Ray и Corona Render. Таких видео очень много в YouTube. Там рендер картинки происходит на процессоре, а это очень долго и нудно. Буквально в час по чайной ложке. Этим занимаются большие суровые дяди в некоторых профессиональных студиях. И они знают, для чего они это делают и почему до сих пор визуализируют на процессоре. Поэтому им нужен мощный процессор и какая-нибудь бюджетная видеокарта, например, GTX. Но весь остальной мир давно и успешно визуализирует на видеокарте, потому что это либо в несколько раз быстрее, например, в Blender. Там визуализация на видеокарте в несколько раз быстрее, чем на процессоре. Либо даже в несколько десятков раз быстрее, если визуализация происходит в каком-нибудь скоростном визуализаторе, типа Lumion, D5 Render или Unreal Engine. Например, это запись в реальном времени рендера видео в программе Lumion. Так происходит рендер готовой сцены с анимацией. Здесь указано разрешение будущего видео 2К. Это очень хорошее разрешение. Здесь общее количество кадров 600 кадров. Это 20 секунд видео. А здесь указано, сколько времени уйдет на визуализацию. Меньше часа. И это на моей полудохлой карте 2070. Поэтому, если вы определились и решили собирать компьютер для визуализации на видеокарте, то особо мощный процессор не нужен. Если, конечно, вы не собрались брать штурмом программу Houdini. А так, для карт 20 серии вполне хватит Ryzen 5. Для карт 30 серии тот же Ryzen 5 или Ryzen 7, или их примерные аналоги от Intel. Лучше, чтобы видеокарта, образно говоря, была мощнее процессора, потому что самая трудоемкая работа – это создание картинки. Иногда это занимает несколько минут, если сцена сложная, или несколько часов, если создается видео. И все это время видеокарта трудится в поте лица, нагруженная на 100%, а вся работа процессора в это время – подкинуть дровишки в топку и пошерудить кочергой. У меня это 32 гига, 4 плашки по 8 гигов. Первые признаки 3D-жизни появляются при 8 гигах оперативной памяти. Но 8 гигов – это экстремально мало. И в цивилизованных странах могут выписать штраф или даже назначить административный арест на несколько суток за жестокое обращение с компьютером. Шутка. Поэтому минимальный уровень – это 16 гигов оперативной памяти. 32 гига – это средний, оптимальный уровень. Но если вы собираетесь пользоваться программами типа Lumion или Unreal Engine,
то лучше поставить 64 гига. Тем более, что плашки памяти, на мой взгляд, стоят относительно недорого. У меня блок питания 700 Вт. И вот здесь нужно пояснить. Для моей видеокарты RTX 2070 производитель рекомендует минимально допустимое значение от 550 Вт и выше. Может быть, для работы в тихой и спокойной 2D-графике вполне подойдет 550-600 Вт. Но для работы в 3D-графике и для работы в домашней версии Stable Diffusion к минимальному значению лучше накинуть еще 150-200 Вт. Это нужно для моментов пиковой загрузки, чтобы у блока питания был запас для стабильной работы. У меня это SSD 500 гигов и HDD 2 терабайта. На SSD установлена операционная система, а также на этом диске находятся папки с нейросетями Stable Diffusion и Focus. SSD – это скоростной накопитель. Все, что происходит на SSD, все это работает намного быстрее, чем на обычном жестком диске, начиная от запуска системы Windows до рендера картинки в 3D-программе или домашней нейросети. Поэтому SSD – это обязательная часть современного компьютера, и он предназначен прежде всего для установки операционной системы и работы программ. Какой размер SSD необходим для нормальной работы с графикой? Минимальный размер SSD для операционной системы и работы графических программ – это 256 гигабайт. И это при условии, что вы ведете скромный компьютерный образ жизни, без установки множества дополнительных программ и прочих излишеств. Есть диски еще меньшей емкости, но я советую не покупать и не использовать их, так как аппетит приходит во время еды, а для дополнительных программ может просто не хватить места. Если вы, как и я, пытаетесь объять необъятное и устанавливаете большое количество программ, то лучше выбрать 512 гигов, особенно если вы решите также установить домашние нейросети. Тот же Stable Diffusion занимает на диске более 100 гигов. Все его модели довольно тяжелые, некоторые весят 2 гига, некоторые 6 гигов и более. Их довольно много, и места на диске они также занимают очень много. Также нужно помнить, что для нормальной работы системного раздела необходимо иметь некоторый запас свободного неиспользованного пространства. У меня на SSD установлены операционная система и программы, а HDD используется для хранения файлов и проектов. И на этом все. Надеюсь, какую-то часть необходимой информации для сборки ПК я все-таки прояснил. Удачной работы и до встречи в 3D мире. Пока!